И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 27 февраля. Сейчас последний итоговый обзор. Не буду повторять то, что я сегодня говорил. Можете посмотреть мои предыдущие обзоры. Просто что изменилось на сегодняшний момент. Итак, по фронтам. На юге Николаев, Херсон пока никаких новостей нет. Под Васильевкой, что на Запорожье, идет информация о том, что российская армия начала атаковать, пытаясь зачистить украинские позиции. Результат боя, я так понимаю, мы узнаем только утром. Далее по продвижению тоже пока никакой информации. Ну и здесь тоже надо понимать, что, например, россияне, вот все видео, которые подтверждающие продвижение россиян, это все пока украинские видео. Снятые обычными украинскими гражданами, которые просто видят, идет российская колонна, снимает и выкладывает. Россияне этого ничего не снимают. И, соответственно, когда наступает вечер, уже этих видео просто новых не появляется. Именно по этой причине всегда вал информации идет с утра. Единственное то, что известно, что идет зачистка Волновахи, то есть последняя фаза операции по ее освобождению. Но подтверждения о том, что ДНР полностью установила контроль над этим городом, пока нет. Что интересного по Харькову? Вы знаете, сегодня мэр Терехов сделал два очень интересных заявления. Впервые он, когда объяснял ситуацию внутри города, не назвал российскую армию агрессором. А еще вот буквально только-только буквально в сетях появилась местными жителями слита была запись, когда мэр Труханов объяснял жителям, что надо договариваться со всеми. Причем по контексту было понятно, что он говорил о российских войсках. Ну, безусловно, озаботясь в первую очередь о гражданах, потому что часть территории города заняли российские войска. А там тоже нужно чинить трубы отопления и так далее. Тем не менее, очень интересный поворот. Такого раньше не было. Ну, понятно, что по итогу сегодняшних боев, когда Россия показала, что она все равно собирается брать Харьков, причем единственный город она собирается его брать силовым путем, в остальные города, которые оказывают сопротивление, она не заходит. И причина здесь на самом деле самая простая. Россия будет заходить и брать под контроль города, которые в целом ей лояльны. А с учетом того, что Харьков защищает примерно 2 украинские бригады, а не местные жители теробороны, как в других, например, регионах, то такое поведение мэра более чем логично. Кстати, сразу тоже интересная информация. Она дошла до меня из Сумской области, из Черниговской области. В некоторых местах иногда российские военные попадают в сложную ситуацию. И вы знаете, и в том, и в другом случае российским солдатам местные жители по-тихому оказывали помощь. Очень интересный момент. Но вернемся к боевым операциям. Вы знаете, косвенным подтверждением того, что наступление российских войск по окружению большой группировки украинской армии на Донбассе развивается довольно успешно, является очень интересный маркер, который мне сообщили жители Краматорска. Вчера на протяжении всего дня из Краматорска на Доброполе шла техника с очевидным намерением выйти из окружения. Сегодня эта техника возвращалась в Краматорск. Судя по всему, руководство украинских войск уже поняло, что вырваться эта самая техника уже не сможет. И оно решило вернуть ее в укрепленные позиции, в первую очередь в города. Потому что украинская армия, понимая абсолютно бесперспективность сражений с российской в открытом поле, держится за города, прикрываясь мирным населением. Причем делает это абсолютно без исключений. То же самое мы видим в Харькове, то же самое мы видим в Киеве. И то же самое, и в первую очередь то же самое мы видим в Мариуполе. Где азовцы, понимая, что их живыми оттуда не выпустят, просто зверствуют. Ну и также мне люди доложили о том, что и в Чернигове сегодня применили ровно ту же схему, которую накануне применили в Сумах, в Ахтырке и в Николаеве. Объявили о том, что русские будут обстрелять с града, но обстреляли город из минометов. То есть это не просто выдумка какого-то одного полевого командира. Это команда, которая дана всем территориальным оборонам. Понятно, что не рядовым ее членам, а рядовые члены ее не знают. Но те люди, которые принимают решения по территориальной обороне, они, конечно, в курсе. И то, что из одного, второго, третьего, четвертого города Украины приходят одни и те же сообщения, говорит, что это приказ централизованный. Приказ расстреливать мирные украинские города, вызывая ненависть к российским солдатам. И за это преступление те люди, которые организовали эту операцию, обязательно ответят. Ну и также целый день я сегодня ждал сообщений из Василькова, где, как вы помните, накануне шли сообщения о высаженном российском десанте. Сегодня должна была ситуация проясниться, но она не прояснилась ни в ту, ни в другую сторону. Россия официально не заявила о том, что она выбрасывала десант, а украинские власти отчитались о его полном разгроме. И вначале об одном, потом уже о 3 сбитых якобы ими Ил-76, которые его выбрасывали. Тем не менее, в течение суток, они очень любят показывать и российских пленных, и российские трупы, не было предъявлено ни тех, ни других. Такое впечатление, что десант саморастворился. И у меня уже возникает вопрос, а был ли мальчик?
И здесь мы переходим к очень важному моменту – информационной войне. Почему сегодня в информационном пространстве разразилась такая мощнейшая битва? Еще более мощная, чем на полях сражений. Да потому что именно здесь во многом решается и судьба войны. Когда мне сегодня мои родные рассказали: Юр, ну что ты несешь? Ты что, не знаешь, что российские войска отброшены, уже почти к границе, они разгромлены, отходят? Я это слушал и понимал, а ведь действительно большинство жителей Украины живет вот в этой самой виртуальной реальности, где они побеждают и враг вот-вот будет разгромлен. Потому что несут колоссальные потери убитыми, ранеными, сотни или тысячи уже единиц техники сожжены, десятки самолетов сбиты. Причем предъявить они не могут при этом ни одного сбитого самолета. Вот до сих пор сколько там уже насчитано было сбитых самолетов, десятков, да? Ни одного сбитого самолета украинские власти предъявить не могут. Вернее, самолеты были, но они оказывались украинскими. О чем это говорит? А это говорит о том, что офис президента и мой визави Арестович врет как сивый мерин. Вы посмотрите на этого Арестовича, он бедный, у него глаза бегают, он уже не знает, куда их скрыть. Он сам понимает, что он врет как сивый мерин, но по-другому он уже делать не может, как и офис президента. Потому что если рассказать населению Украины правду, то посыпется сразу все. Посыпется вера в победу, посыпется стойкость войск, посыпется стойкость территориальной обороны. И будет катастрофа. Просто вот один пример всего, да, один случай для примера, причем он сегодняшний случай, потому что все должны его помнить, кто на Украине живет. Сегодня Арестович объявил, что российские войска, которые прорвались в Гостомель, были разгромлены и отброшены на 15, 20, 40 километров. Они в панике убегают от украинской артиллерии, которая стоит в жилых кварталах, чтобы не получить ответку, и отошли от города очень далеко. И одновременно с этим мэр Кличко говорит о том, что город блокирован, говорит американским журналистам. Причем реально украинские жители говорят, что да, действительно блокирован. Ну, не полностью, безусловно, но в значительной степени. И это всего лишь один пример. И таких примеров вагон. И все они говорят об одном. Украинская власть врет своему народу тотально. То же самое, я уже упоминал, было во время Карабахской войны. Армянское население первых 10 или 15 дней было абсолютно уверено в том, что их власть им говорит правду. И вот-вот азербайджанская армия будет разгромлена, и они победным маршем войдут в Баку. Сегодня мы знаем, чего стоили эти слова. Тем не менее, армянское население в Ереване, в первую очередь, было свято уверено в том, что они побеждают. И ровно ту же самая ситуация сегодня в Киеве. Для того, чтобы заставить людей сражаться с российской армией, им нужно показывать победу. Очень близкую и очень ясную победу. Я вот общался с ребятами при разных городов. Они уверены в очень близкой и осязаемой победе. Вы знаете, все будет с точностью да наоборот. Еще пройдет 2, 3, 4 дня, и все то, что вы натворили в своих городах, начнет бить по вам бумерангом. То оружие, которое вы раздавали всем, кому попало, будет стрелять в том числе и в вас. И в первую очередь, через несколько дней вы будете сосредоточены не на том, чтобы отбить русскую атаку на ваш город, которая не состоится, а чтобы защитить население города от тех мародеров, которых вы породили. Меня ужасает именно эта перспектива. Что будут делать вот эти тероборонщики через 2-3 дня? Вот давайте представим ситуацию, что через неделю их сказки не оправдаются. Украинская группировка на Донбассе будет не только окружена, но и рассечена и частично пленена. Киев будет блокирован. Его ведь тоже никто штурмовать не будет. Пусть и не надеются. Какой смысл российской армии штурмовать сегодня Киев? По-моему, Киев и так варится достаточно хорошо, что через неделю он сам будет готов сделать все, чтобы его спасли. Спасли от тех 30 тысяч бандитов, которым просто так взяли и раздали оружие. И я думаю, что тогда жители Украины наконец-то поймут, насколько сильно и насколько нагло их обманывали. Обманывали ровно так же, как обманывали армянское население в первые дни Карабахской войны. И то, что я назвал в своих выпусках армянским синдромом. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Передаю свою эстафету своему товарищу Михаилу Нафриенко, который будет смотреть за событиями этой ночью. На этом пока все. Ну и до завтрашнего утра. До свидания.